Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Ender.io на версии 1.12.2. В этом видео поговорим про трубы в этом моде. Я считаю их крайне полезными и часто использую в своих заводах. Вам настоятельно рекомендую к ним тоже присмотреться. На мой взгляд, они достаточно легко крафтятся, легко настраиваются, и они очень удобные. Итак, начнем рассмотрение с такой вот предметной трубы. Значит, для ее крафта вам потребуются такие вот самородки из пульсирующего железа и связующие элементы труб. Они делаются из такого вот составного связующего элемента, который крафтится там вот таким вот образом. Значит, допустим, у нас есть каких-нибудь два инвентаря. Это могут быть сундуки, механизмы и прочее. Соединяем их трубами. И, соответственно, кладем, допустим, сюда какой-нибудь предмет. И чтобы нам отсюда предмет переместить вот сюда, нам нужно настроить, соответственно, вот эти вот выходы и входы. Правый клик по вот этому, по вот этой стороне, и открывается такой вот интерфейс. У нас здесь два раздела. Первый — это на извлечение настройка, это у нас, соответственно, наоборот, на вставку. Поскольку мы из этого интерфейса будем извлекать, нас интересует вот этот именно раздел. Галочка у нас уже здесь стоит, да. Здесь мы можем, соответственно, настраивать канал, цвет канала, это как элемент дополнительной фильтрации. Здесь может быть цикл, здесь может быть автопередача. Но я, честно говоря, особо эти режимы не использую. Для нас самое главное вот эта кнопочка. Значит, сейчас она у нас стоит в режиме всегда выключен. Да, если мы хотим отсюда откачивать, мы переключаем в такой вот режим. Активен без сигнала. Вот. Далее, чтобы у нас вот этот предмет попал вот сюда, надо еще здесь настроить выход. Мы видим такие вот стрелочки, да, что сейчас у нас как бы настроено тоже на извлечение. Переключаем галочку вот сюда. И сейчас у нас, видите, предмет отсюда переместился. Вот так вот у нас предметы перемещаются. Вот, такими стрелками мы, соответственно, можем видеть, что у нас настроено на извлечение, что у нас настроено на вход. Мы также, в принципе, здесь можем и на извлечение, на вход поставить, да, режим. По идее, он тоже должен работать. Вот, если что. Далее, давайте более подробно рассмотрим настройку вот этих вот режимов. Допустим, мы хотим как-то ускорить передачу предметов. У нас тут может быть огромное количество предметов, они откачиваться могут медленно. Для этого у нас есть слот на, соответственно, ускорение. И, может быть, вам, наоборот, нужно замедлять, есть на замедление. У нас для этого есть такие вот штуки. Значит, на понижение и на ускорение. Берем вот такие вот ускорители. Максимум таких можно поставить 15. Вот, 15 штук. Предметы будут извлекаться максимально быстро. Если вам нужно понизить, соответственно, можем использовать такие вот улучшения. Далее здесь у нас есть слот под фильтрацию. То же самое мы видим здесь и в разделе, соответственно, на вставку. Вот. Давайте возьмем какие-нибудь фильтры. Я здесь выделил отдельно такие вот три фильтра. Основной предметный фильтр. Он крафтится просто из воронки и из бумаги. Есть его продвинутая версия, расширенный предметный фильтр. Здесь у нас уже потребуется зомби-контроллер, бумага и редстоун. И есть еще более продвинутая, существующий предметный фильтр. Он крафтится, соответственно, из расширенного, редстоуна и редстоунного компаратора. Есть еще другое разнообразие, огромное разнообразие этих фильтров, которые могут там, не знаю, по энергии фильтровать, по модам, по там душам, зачарованным книгам и много-много другое. Ну, если вам это необходимо, можете отдельно это все рассмотреть. В этом гайде я подробно все вот эти фильтры рассматривать не буду. Сосредоточимся только на вот таких вот самых полезных фильтрах. Давайте их возьмем и посмотрим, что с ними можно делать. Значит, если мы хотим, чтобы у нас фильтрация происходила именно из сундука, откуда мы откачиваем ресурсы, то мы кладем фильтр вот сюда. Если же мы хотим, наоборот, чтобы фильтрация происходила на этапе, когда у нас ресурсы поступают в сундуки, да, то мы кладем фильтр вот сюда. Вот в эту окошечко, то есть в разделе, где вставка. Также мы можем там указывать приоритетность сундуков, например, да, и соединим. Вот так вот. Переключаем здесь тоже на режим вставки. Вот, что это означает? Вот, например, допустим, у нас есть здесь вот первый, давайте здесь поставим нулевой, здесь вот первый приоритет. Это означает, что если мы кладем сюда предметы, в первую очередь они, соответственно, будут у нас складываться вот сюда, в этот сундук. То есть чем выше приоритет, тем, соответственно, приоритетнее предметы будут поступать в определенный интерфейс. А с помощью фильтров мы, соответственно, можем
настраивать, какие предметы могут поступать. Давайте настроим вот этот сундук только на прием, например, лавы. Вот он у меня уже стоит. Здесь вот можно черный список, это означает, что он не должен принимать ведро лавы. Либо наоборот, белый список, он должен, соответственно, принимать только ведра лавы. Вот берем, кладем, соответственно. А здесь давайте тоже поставим уже расширенный. Посмотрим. Здесь вот, как видите, у нас больше ячеек появилось. И, кроме того, уже более тонкие настройки. Здесь можем переключать, соблюдать метаданные или нет, соблюдать НБТ, там словарь root игнорировать или соблюдать, вот, и прочие режимы. Давайте здесь, например, настроим на ведра, да. Здесь у нас уже настроено на лаву. Кидаем сюда. И сейчас посмотрим. Вот, сюда у нас поступило ведро, а сюда ведро с лавой. Вот, пожалуйста, такая простая фильтрация. Если же вам нужна какая-то еще более продвинутая фильтрация, можно использовать такой вот существующий предметный фильтр. Значит, принцип его работы такой. Нам нужен какой-то инвентарь. Это может быть сундук или что-то типа того. Ну, проще всего использовать сундук. Мы кладем сюда предметы, которые хотим записать в фильтр. То есть, ну, соответственно, сюда можно хоть 108 предметов положить. Это, например, у нас может быть, там, не знаю, дубовая красивая табличка, может быть, воронка и, не знаю, там, топористые растали и так далее. Берем существующий предметный фильтр, Shift, правый клик. И вот эти предметы записались в вот этот фильтр. Теперь, допустим, кладем его вот сюда. И можем посмотреть, что здесь у нас записалось. Давайте. Вот, видим, да, что внутри вот этого фильтра у нас теперь хранятся эти предметы. И мы, соответственно, можем, опять же, здесь переключать белый или черный список. То есть белый — это означает, что он принимает только вот эти предметы. Черный список, соответственно, вот эти предметы не принимает исключительно. Можем этот, соответственно, по идее, список очистить. Можем также, кстати, очистку, по идее, сделать через верстак. Да, то есть если на верстак просто кладем, забираем, очищаем. Давайте проверим. Сейчас очищу. Так, сейчас почему-то не очистился. Наверное, только... вот все, очистился, да. То есть либо по этой кнопке, либо через верстак мы можем такой вот существующие предметы фильтра очищать. И потом заново на какие-то инвентари записывать. В чем его именно фишка? Фишка в том, что его можно записывать, видите, на огромное количество каких-то предметов. Это особенно полезно, если у вас какой-то очень большой, например, завод, где вы добываете огромное количество ресурсов, например, с качалки какой-нибудь там, на пчелах добываете ресурсы с моба-фермы. Я очень часто использую такой вот существующий предметный фильтр. Очень полезно, рекомендую научиться им пользоваться и его использовать для того, чтобы сортировать предметы. Вот, соответственно, если мы здесь хотим, да, на пути извлечения, то есть конкретно извлекать, ну, давайте опять же продемонстрирую ведро с лавой, с водой, например, здесь вот напишем, что извлекать можно только ведро с лавой, давайте, точнее пустое ведро, Shift правый клик, сюда ставим обязательно на извлечение, да, потому что мы здесь извлекаем именно сюда, в эту сторону. Видим, да, извлекать он может теперь, соответственно, только у нас ведра пустые. Кладем, и извлечение не происходит. Если же мы кинем сейчас сюда пустое ведро, извлечение произойдет. Все, вот такая вот система. Так, пойдемте дальше по трубам. Дальше у нас просто идут, естественно, там жидкостные трубы есть. Причем они тут идут по, соответственно, по мощности, так сказать. Самая простая жидкая труба крафтится вот таким вот образом. Жидкостная труба высокого давления у нас крафтится уже вот так вот. Здесь расплавленный кварц используется. И жидкостная труба края используется еще, помимо прочего, слиток вибрирующего сплава. Вот. Ну, здесь, если шифтом нажать, мы видим, соответственно, разницу, да, какая скорость у нас у них, насколько она различается. Есть еще энергетические трубы. Вот эти тоже трубы очень полезные. Их можно использовать, чтобы энергию передавать между механизмами, например, от каких-то генераторов к, соответственно, каким-то потребителям, либо хранилищам. Вот, соответственно, их крафты. Такие вот связующие элементы, проводящее железо, да, здесь у нас уже энергетический сплав, а тут у нас будет вибрирующий сплав. Вот такие трубы можно использовать для того, чтобы энергию между какими-то предметами передавать. Ну, например, у нас, например, будет пускай конденсатор, да, какой-то. И какой-нибудь потребитель, на примере, не знаю, давайте возьмем какой-нибудь улучшенный дробитель. На таком расстоянии расположены. Берем, например, вот эту трубу, да. Где она? Вот у нас. Соединяем.
И все, по идее, сейчас энергия у нас будет сюда передаваться. Да, ну здесь еще конденсатор надо поставить. Давайте его поставлю сейчас, чтобы он заработал механизм. Все. Видим, у нас энергия поступает. Причем мне, в принципе, не пришлось какие-то входы-выходы настраивать. Он по умолчанию просто настроен как бы на вход и на выход. Можно так и оставить, не заморачиваться. Все. Но если вам принципиально с какого-то предмета забирать энергию какой-то, передавать, естественно, можете позаморачиваться в плане настройки вот этих вот входов-выходов. Все. Ну, такой вот простой способ передавать энергию. Далее у нас есть еще вот такие вот красные трубы. Ну, это для передачи редстоун сигнала. Здесь просто используется слиток красного сплава, ну, чтобы редстоун сигнал передавать на расстояние, например. Да, там от какого-нибудь таймера, например, куда-то, да, передавать. Там лампа и тому подобное. Вот такая вот труба. И, наконец, остаются у нас еще трубы SME системы. Если у вас установлена модификация Applied, можете тоже ее как вариант использовать. Но, правда, к ней, скорее всего, не получится прицепить какие-то терминалы, там ME-терминал, да. Они просто будут соединять механизмы. Как вариант можно использовать. Вот такая вот обычная ME-труба и такая вот есть плотная ME-труба. Я, честно говоря, в своих заводах не использовал, но вы можете попробовать. Эстетически смотрится довольно интересно. Вот, как вариант. Для того, чтобы с трубами взаимодействовать, удобно использовать такой вот ключ Yeta. Значит, что он делает? Ну, например, у меня есть какой-нибудь здесь сундук, да, и я хочу ему передавать предметы, да. Так, где у меня предметная труба? Вот, я хочу к нему передавать предметы. И не хочу, чтобы труба цеплялась за вот этот сундук. Берем вот этот ключик и тыкаем, соответственно, по трубе. Все, видим, она отключилась, да? Раз. Вот так вот выключается труба. Еще раз тыкаем, она появляется. Так вот можно режимы переключать. Довольно удобно. Можно, видите, сразу здесь на вход, выход тоже переключать. Так вот у нас на два режима. Так вот на выход, так вот на вход. И снова отключаем. Довольно удобно с этим ключом, соответственно, взаимодействовать. Ну и он особо будет незаменим, если вам нужно вот как бы от каких-то инвентарей трубы отключать. Так, ну и еще осталось у нас здесь такие вот фасады. Их можно ставить на трубы. Вот, но только фасады предварительно нужно в покрасочном механизме во что-нибудь покрасить. Ну, например, давайте сейчас возьмем такой покрасочный. Так, сюда конденсатор запитаем. Так, возьмем какой-нибудь кварцевый блок, например. Кладем сюда. И давайте фасад, собственно, покрасим. Так, фасадовый блок, где он там? Вот он, фасад для труб. Берем. Все, и сейчас он покрасится. Можно его налепить на трубу, например, чтобы скрыть. Вот, пожалуйста, скрыли. Таким образом трубы. Есть разные варианты этих фасадов, да. Тут в описании более подробно сказано, да, если шифтом нажать, что, соответственно, они дают. Так, ну и остается такой еще зон для труб. Ну, по идее, он какую-то дополнительную информацию там по системе вашей может подсвечивать. Вот, и особенно, наверное, актуально это для каких-нибудь энергетических. Вот, а, кстати, если в руках держу, например, тот же зонд или ключ Yeta, то у меня, по идее, вот эти вот фасады скрываются. Вот такая вот механика с трубами, как мне кажется, очень классная, интересная, удобная. Надеюсь, это видео вам было полезно. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на колокольчик жмите, чтобы новые видео не пропускать. Увидимся в следующих сериях. Пока.